Ну, прямо вообще не помещается, блин. Всем привет! Давайте сегодня посмотрим супер новую коллекцию киндеров Гарри Поттер. Это коллекция 2026 года. И тут 3 фигурки. Ну, знаете, вот 3 большие фигурки. Это вот коллекция на Пасху. Посмотрите, какая клевая фигурка с Роном. Тут фигурки на тему Квиддича с Роном, Драко и Гарри. Все вот в таком летящем виде. В общем, фигурки очень красивые. Хотела отдельно сказать по цене. Вот в прошлом году я тоже покупала вот такую коллекцию на Пасху, и тогда эти киндеры стоили больше 5000. Вообще, ну это, конечно, такая нехилая цена. Сейчас эти киндеры можно найти подешевле, где-то за 3-3,5 тысячи. Для такой фигурки Фанка это все равно дороговато, конечно, но такую редкость заполучить все-таки тоже хочется. Тут вот изображены не все фигурки, да, вот только Рона. Я тут сбоку вставлю все 3 фигурки, как выглядят, такие они очень красивые. Но я специально не разглядывала, я, честно говоря, не помню, вот интересно, Гарри там со Сничем или нет. В общем, давайте смотреть. Мне, честно говоря, совершенно не важно, кто попадется, потому что все фигурки вот на тему Квиддича очень клевые. Вот Рон тут в такой крутой экипировке. Ну, Гарри, конечно, клевый, а Малфой у меня фигурок практически вообще нет, так что если он попадется, тоже будет очень клево. Упаковка просто огромная. Я еще в шортиках ее более подробно покажу. Ну, в общем, она у меня на мой снимательный столик не помещается вообще. Если вы любите волшебство, как и я просто уверена, что вы любите дарить вот такие милые открыточки своим любимым. Я рисую вот такие добрые открытки, которые можно купить на Озон с быстрой доставкой. Удобно, когда собираешь подарочек, просто добавить к заказу. Есть вот такие милые варианты для влюбленных или такие более забавные, вдохновленные мемасиками. А также вот такие лаконичные открытки для самых важных слов. А также в магазине всегда есть открытки на день рождения. Так что заходите в магазинчик, добавляйте его в избранное, тогда вам будет выдаваться в поиске новые, редкие, лимитированные тиражи на различные праздники. Например, вот это было на Новый год. И даже есть вот такой лимитированный вариант с котиками и цветочками на 8 марта. А еще в моем магазинчике можно найти вот такую необычную мини-открытку-кассету с ретро-вайбом. Давайте открывать. Ого, и тут прямо шоколадное яйцо, офигеть. Смотрите, какое оно огромное. Пахнет просто нереально вкусно. Обожаю киндер шоколад. Главное все не съесть, пока открываешь. Шоколада очень много. Наверное, что поэтому такая цена высокая. Приятный звук киндера. И, наконец, открываем. Блин. Так, тут есть взрослые, кто его откроет? Так, и открываем. 3, 2, 1. О, это Гарри! Блин, как клево, ничего себе! Блин, сколько деталей! Мне очень нравится. Еще и карточка такая, блин, как клево. Мне вот почему-то Гарри как будто редко попадается везде. Блин, как здорово, посмотрите, и он со Сничем. Короче, так, давайте собирать. Эти фигурки, это хоть и дизайн Фанка, но они отличаются, конечно. Тут вот пластик. Еще сравним, потому что у меня есть фигурки Фанка. Блин, как клево, посмотрите, очки одевать. Так, я поспешила, тут сначала надо тельце вставить. И посмотрите, отдельно метла. О, тут даже надпись Nimbus 2000 есть. Блин, как клево. Так, тут такая сложная система. Надо сначала вставить метлу на подставку. И потом уже Гарри. Офигеть, какая красота. Очень клевая фигурка. Мне она нравится намного больше, чем коллекция из прошлого года. Только посмотрите, сколько деталей на одежде. Все очень аккуратно сделано. И Снич есть. В общем, очень здорово. Блин, вот эту коллекцию я бы, конечно, всю хотела собрать. Офигеть. Но представляете, как сложно, наверное, собрать всю? Их, по сути, только 3 фигурки. Офигеть. По-моему, их по весу выбирают. Потому что там вес разный у персонажей. Блин, как клево, мне очень нравится. Тут руки и какие-то детали ничего не двигаются. Ну, в общем, очень аккуратно сделано. И посмотрите, подставка такая очень здоровская. Я проверила на всякий случай. Такая фигурка Фанка существует. Было бы интересно, конечно, если бы они делали прям какие-то супер эксклюзивные, знаете, которые нельзя купить вот просто. Посмотрите, как здорово. То есть у него тут и шнуровка вот, и напечатан герб. Не совсем понятно, это Гриффиндор или просто Хогвартс. Ничего такой крохотный. В общем, детальки очень прикольные. Посмотрите, тут вот форма на ногах. Очень клево. И получается, его можно вот с подставки снять. Очень красивая фигурка.
Он такой динамичный, развивается мантия, и снич есть, который он поймал. Очень прикольно. Единственное, я не совсем понимаю, почему Гарри постоянно таким хмурым изображают. Посмотрите, тут вот был вот такой вкладыш коллекции. Вот тут Малфой и Рон. Посмотрите, забавно, у них тут вот приделаны мечи на метле, что ли, интересно. А, или нет, это на креплении каком-то. Блин, как здорово. В общем, вот эти 3 фигурки собрать, конечно, офигенно было бы. И также вот карточка, которую мы видели в самом начале. А стикеров, как в прошлый раз, тут нет, кстати. Я бы, честно говоря, не отказалась от стикеров. И мое любимое, давайте немного сравним фигурки. Это вот Гарри из обычной коллекции киндеров Гарри Поттер, который вот маленький. Посмотрите, он тут с метлой такой крохотный, тоже нимбус. И вот, собственно, такой большой. В общем, очень такая миниатюрная версия Гарри. Но забавно, тут и волосы по-другому сделаны. Очень интересно. И тут, кстати, Гарри не такой хмурый, как ни странно. А так, для интереса, кстати, вот маленькая фигурка Рона из этой коллекции. Посмотрите, мне очень нравится его тут форма. Посмотрите, какой здоровский шлем. В общем, очень клевая фигурка. И вот мне очень интересно было сравнить фигуркой из прошлой коллекции прошлого года. Это, конечно, такой нехилый спойлер, что мне попалось. Но, в общем, посмотрите. Фигурки, по сути, того же размера, но Гарри, конечно, кажется больше, потому что он на подставке. В общем, вот так, интересно сравнить. Хотя голова Гарри тут все-таки побольше, кажется, да? Интересно. Как будто она все-таки побольше. Ну и Гарри тут намного детальнее, конечно. Ну, может быть, это просто вот фигурка такая тут так совпала. Дамблдора. И самое интересное, давайте сравним с фигуркой Фанка. Блин, посмотрите, какая Луна клевая. Я обожаю эту фигурку Луны. Она еще будет на канале отдельно в подробностях показана. Это моя первая фигурка Фанка, по сути. Знаете, вот такого классического дизайна с такой большой головой. Мне было интересно сравнить вот их размер. Но вот размер прямо очень похожий, конечно. Прямо совершенно как будто, знаете, из одной коллекции. Мне нравится, что фигурки Фанка, вот они вручную раскрашиваются, да, посмотрите, тут вот много таких, ну не то, что много, различные переходы, вы знаете, и щечки тут такие розовые, в общем, много всяких разных деталек. Вот эти фигурки кажутся немного попроще даже так в сравнении, но в общем, это совершенно как будто из одной, знаете, вселенной. Но забавно, вот эти фигурки из Киндера, они сделаны совершенно по другой технологии, они полностью пластиковые, а вот эти фигурки Фанка, они виниловые, да, они такие вот приятные, резиновые. Ну и тут, посмотрите, огромное количество цветов, конечно, тут вот по-разному все раскрашено, и одежда, посмотрите, даже у нее на свитерке вот тут детальки другого цвета. В общем, деталей, конечно, тут намного больше, но эти фигурки очень клевые. В общем, я очень рада, что мне попался Гарри. Это очень клево. Очень клевая фигурка. Пойдет на какое-нибудь почетное место на полочке. В общем, очень здорово. Очень рада, что прикупила себе эту коллекцию. Конечно, по цене она не супер радостная, но иногда хочется, конечно, блин. Вот, получается, фигурки Фанка намного бюджетнее, чем вот эти киндеры, да, но они такие вот редкие получаются. Получается, что они появляются вот на несколько месяцев в начале года, только тогда их можно купить. Если вам так же, как и мне, нравятся киндеры, особенно киндеры Гарри Поттера, заходите на канал, у меня прям целый плейлист, там очень много киндеров по Гарри Поттеру, и еще скоро выйдет тоже новые видосики. И также есть киндеры не только по Гарри Поттеру, тоже посмотрите, тоже очень интересные коллекции получилось раздобыть. Мне очень нравится снимать такие клевые видосики про фигурки. Так что подписывайтесь, и скоро увидимся в новых видосиках.